Здравствуйте, Львы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака, и расклад сегодняшний на неделю с 12 по 18 января. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что интересного произойдет непосредственно у вас. Я напоминаю о том, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайки, сообщения, все, что вашей душе будет угодно, поэтому не стесняйтесь. Пишите, если захочется. Итак, давайте посмотрим, львы, что же ожидает львов в период с 12 по 18 января, какие карты вам сегодня выпадут на следующую неделю. Итак, начиная с понедельника, львы, понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, что у нас здесь есть? Какие у нас есть здесь карты? Давайте подумаем. Собственно, у нас есть карта первая, это карта четверка пентаклей, и здесь может быть, знаете, какое-то проявление скуповатости, проявление жадности, алчности, ситуации, когда вы не хотите потратить какие-то лишние деньги, вам не хочется распыляться на какие-то вещи, которые, как будто бы не окупятся, не принесут пользы, может быть, которые вам не нужны. То есть по четверке пентаклей вы как будто бы не хотите создавать себе какие-то неудобные ситуации, которые могут быть вам невыгодные. Также, то есть какие-то неловкие, неудобные, некомфортные по этой карте. Кто-то может получать деньги, но опять-таки получать и копить, то есть не тратить, как будто бы получать какие-то бонусы и подальше их откладывать на дальнейшие какие-то расходы. Если у вас кто-то просит здесь денег, как, собственно, здесь изображено на этой карте, здесь не совсем явно, но здесь человек такой с этими пентаклями стоит в комнате, а там за дверью кто-то есть, может быть, нуждающийся человек, который просит у него денег, возможно, но он как будто бы ему не открывает дверь. То есть нежелание кому-то что-то отдавать тоже может быть такое. Итак, давайте на четверку пентаклей для львов посмотрим еще более детально, почему она выпала у вас на понедельник, такая карта. Почему именно четверка пентаклей, туз мечей? Решение какой-то проблемы у вас заключается в том, чтобы опять-таки не ввязываться в неудобную ситуацию. Может быть, вы достаточно решительно говорите здесь кому-то о каком-то отказе. Вы себя таким образом освобождаете от необходимости здесь кому-то что-то отдавать или помогать, или каким-то образом тратить здесь деньги, потому что это не входит в ваши планы, или тратить ваше время, то есть что-то для вас ценное. Дальше идет, собственно, девятка жезлов. Здесь может быть ситуация, где вы себя пытаетесь от чего-то оградить, потому что у вас много дел, много своих каких-то задач, своей работы. И по девятке жезлов вы можете проявлять упрямство в каких-то вопросах. Мол, не хочу, не буду, мне это не нужно. При этом вы заняты здесь больше своей какой-то работой и устремлены к финансовому успеху. То есть вам нужно получить, достичь какой-то своей цели, которая, соответственно, принесет вам деньги, то есть окупится. Давайте подумаем, что же здесь какая здесь карта еще, может быть, выпадет под эту девятку жезлов. Почему девятка жезлов выпала у львов на вторник? Девятка жезлов на вторник. И тут шестерка кубков. То есть у вас есть желание отгородиться от семьи, от, может быть, близких, потому что вы заняты работой. Может быть, вы упрямство проявляете в каких-то диалогах, касающихся, опять-таки, вашей семьи или кого-то из вашего прошлого, когда вы пытаетесь себя отгородить от кого-то, кто имеет отношение к вашему прошлому. Не знаю, какие-нибудь бывшие отношения к вам снова стучатся в дверь, напоминают о себе с какими-то предложениями. Вы как будто от них отгораживаетесь. Я не хочу, мне это не надо, у меня другие задачи, другие дела, другие отношения, неважно. То есть как будто бы дистанцируетесь от этого. Дальше идет десятка жезлов. Здесь может быть очень много работы,
вы перегружены, заняты прям и чувствуете, что на вас наваливается очень большое количество дел. Может быть, даже вы работаете за себя и за того другого парня, да, то есть как будто выполняете вдвое больше задач, а то и втрое. И по десятке жезлов в целом можно говорить о том, что это ваша работа, она окупится тоже, да, но для вас это как тяжелый, тяжкий груз, бремя, которое вы на себе тянете. Может быть, добровольно взяли на себя обязательство какую-то дополнительную работу выполнить. В общении с другими людьми может быть ситуация, где у вас мало времени на это общение, либо вы по десятке жезлов здесь достаточно скрытные, что-то можете не договаривать, что-то как будто утаивать от окружающих людей, чтобы не перегружать их своими делами, своими заботами, может быть, там близких родственников, не знаю, с кем вы в отношениях находитесь. То есть вот что-то такое тоже может быть. Итак, давайте посмотрим десятка жезлов. Что же здесь имеется в виду у львов на среду? Почему десятка жезлов? Карта мир, карта успешного завершения какой-то работы, которую вы выполняете, тоже как завершение какого-то важного периода или этапа в вашей работе. Может быть, завершение проекта, завершение какого-то важного этапа рабочего, или, может быть, завершение какого-то цикла, да, по карте мир. Здесь также триумф, успех, то есть окружающие говорят: браво, молодец, да, что вот смогла или смог достичь этих результатов. То есть есть признание окружающими ваших заслуг, ваших достижений. Может быть, какой-то момент, связанный с человеком знака Стрелец, потому что и десятка жезлов соответствует Стрельцу, собственно, и карта мир может говорить частично, да, не совсем прямо, скорее нет, но тем не менее. То есть здесь может речь идти о том, что есть какая-то размолвка или какое-то недопонимание со стороны этого человека. Дальше идет семерка жезлов. Эта карта у вас в целом показывает необходимость преодолеть какое-то препятствие, да, найти выход из ситуации. Вот она не может дотянуться там на самый верхний какой-то верхний жезл достать, который там где-то висит у нее на крючках над камином, но она поставила стульчик, она нашла способ, как выйти из этой ситуации. То есть вы сможете стойко справиться с какими-то препятствиями, с какими-то сложностями, трудностями, найти выход из ситуации, мужественно решить какие-то вопросы, может быть, справиться с какой-то критикой здесь в ваш адрес, если даже такая имеется. То есть вы себя от этой критики отгораживаете и умело от этого всего абстрагируетесь, мол, меня это не касается, меня это не задевает, и, собственно, да, меня это не беспокоит. Давайте посмотрим, что же здесь еще имеется в виду на эту карту на четверг у львов к семерке жезлов, туз пентаклей. То есть выполнение работы с получением прибыли, с чувством независимости. То есть я выполняю работу, я ни от кого не завишу, меня не волнует, что думают окружающие, удача на моей стороне, да, я смогу достичь важного вот этого вот, да, достижения финансового, да, с этой монетой. То есть достаточно хорошая карта для работы, для успеха в работе, даже если есть какие-то сложности, трудности, которые возникают, ну, знаете, какие-то мелкие, такие как рабочие моменты, вы их преодолеваете, вы их решаете, может быть, даже получаете здесь хорошее какое-то вознаграждение. К тому же дальше идет карта Страшный суд, то есть получение по заслугам того, что вы заслужили своим трудом. Возможно, по страшному суду вы здесь какое-то успешное событие проживаете или делаете какой-то важный выбор в пятницу, который может привести в дальнейшем к важному, какому-то хорошему, успешному результату. Но также и десятка кубков, то есть здесь может быть какая-то важная встреча с кем-то, кого вы давно не видели, возможно, с кем вы встречаетесь именно в этот день, возможно, или на этой неделе. Здесь есть, может быть, кто-то из ваших родственников, да, десятка кубков. Это что-то, что для вас как счастливое событие воспринимается по десятке кубков. И также в целом вы можете здесь сделать какой-то важный выбор, касающийся вашей семьи, или в вашей семье происходит какое-то успешное событие, и оно на вас тоже отражается каким-то образом, собственно, и, скорее всего, в позитивном ключе. Карта Королева жезлов, огненная стихия, ваша стихия в субботу может говорить про общение с таким вот огненным знаком. Это лев, овен или стрелец, да, общение с такой персоной. Но тут же еще есть и пятерка пентаклей. По пятерке пентаклей вот тут могут быть какие-то потери или неприятности, с которыми вы сталкиваетесь, либо сталкивается этот человек. То есть это королева жезлов.
И в данном случае это королева жезлов, опять-таки с настроенным таким вот на успех какими-то действиями, взглядами, собственно, да, к желанием добиться справедливости в каких-то вопросах. Возможно, это вы проявляетесь по этой карте. То есть вы хотите справиться с какими-то сложностями и трудностями, но тем не менее ощущаете переживание, волнение, возможно, связанное как-то с будущим или связанное с таким человеком огненной стихии. Может быть, это какие-то расходы, которые здесь вы претерпеваете по пятерке пентаклей. Это могут быть какие-то незапланированные расходы или растраты. Дальше идет 14-я карта в старших арканах. Это карта умеренности, карта баланса, карта умения найти душевный какой-то покой, спокойствие, найти компромиссы с окружающими по этой карте, научиться договариваться в чем-то. Может быть, по этой карте вот как-то сохранить дружеские отношения, спокойные отношения, уравновешенные. И вместе с принцем дисков, то есть тоже спокойствие, размеренность. Вы не торопитесь, вы по этой карте терпеливы очень. Вы, может быть, имеете дело с земным знаком, то есть девы, тельцы или козероги, либо вы здесь в целом как не торопите события. То есть вы понимаете, что здесь все происходит своим чередом. Вы как будто доверяетесь провидению, доверяетесь высшим силам и понимаете, что вас впереди ждет удача, успех, что вы идете к этому своему результату, соответственно, вам переживать здесь нечего из-за этого. Вы просто выполняете то, что должны, собственно, да, и не сворачиваете с этого пути. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака, для львов мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего, берегите себя. До скорого!